Всем привет, с вами Андрей, вы на канале Рабочие будни в Германии. Сегодня у нас выходные, и мы решили посетить наш ботанический сад, так как мы здесь давно не были. Вход бесплатный для детей, для взрослых. Можно ходить, смотреть. Растения и деревья, кустарники собраны со всего земного шара. Очень интересные композиции. Сейчас вам прочитаю, что это срез с одного дерева, которое было возрастом 1250 лет. Я сделал опрос пару дней назад на канале про работу 50% и про дачу и разные другие. Вот как сегодня, да, выходной, поснимать, показать вам тоже 50%. Так что, друзья, снимаю, показываю. Похоже, как лопух. Вот на ощупь такие листья, но это что-то почему-то дальше пойдем посмотрим. Там есть у нас целая карта, где можно посмотреть. Вот сама территория с большого ботанического сада. Здесь полностью указано, где мы находимся. Есть где кофе попить, туалет. Сейчас мы находимся вот здесь. То есть мы вот так пойдем вокруг. Каждая часть сада – это какая-то часть света, где растут вот эти растения. Очень интересно. Я вот рекомендую вам посетить вот это место с детьми. Посмотрите, это у нас мамбутблат. Даже я такого растения не слышал, не знаю. Такие листья большие, их трогаешь, они такие... Вот. Кто трогал лопуху, он должен понять вот такое же чувство, такое шершавое. Интересно очень. Ну, а это папоротник растет. У нас в Сибири тоже такой рос, только помельче. Помельче был. Тут они такие аж большие, все отборные растут. Красиво, да? Так все выглядит. Да, тут пишут, что оставайтесь на дорожке, не заходите на посаждение, потому что здесь помимо деревьев растут и кустарники, и какие-то вот даже вот, то есть там везде все описано. Да, сейчас дойду. Вот бамбук растет. Так, название где? Мне моя супруга подсказывает, что вот здесь название, если это оно. Так, ну стоит, что в Чили, Аргентине растет это дерево. Патагония. Просто я человек Сибири, я таких и не видел раньше. Полянка и таблички стоят. Но я туда не пойду. То есть каждое растение вот так подходишь и читаешь, кому интересно. Атропакон скорпиос. Ну, Норт Америка стоит, что растет. Это, наверное, вот, или вот это, или это. Это вот показано примерно, как должна поляна выглядеть, где это растет и как она сейчас. Ну, видно, уже отцвели, может быть. Ну, а мы идем дальше. Смотрим, любуемся. А это уже хвойный лес пошел, прямо как вот у нас в Сибири. Сосна, ель. Но это я не знаю, это сейчас прочитаю, что тут написано. Так, это вообще-то с Америки, Калифорния.
Мамбутбаум. Мамбутбаум. Я даже не знаю перевод. Так что посмотрите, если кому интересно. Посмотрите, сейчас я вам покажу срез этого дерева. Очень красиво все сделано для людей. Можно прийти на целый день, гулять, отдыхать на лавочке, сходить кофе попить и дальше идти гулять. Есть такие вот дорожки, смотрите, красиво сделано. Мох, бревно. И с этой стороны также. И ходите смотреть. Это вообще что за такое? Красиво. Я даже как садовод-любитель не могу вам сказать, потому что просто не знаю, что это. Смотрим и любуемся. Все-таки предполагаю, что это лопухи, но уж больно похоже. Как вы думаете, что это? Тут целый склон этих лопухов. Хотя, может быть, я ошибаюсь, но, блин, такие здоровые лапти. Что я вам хотел сказать, что здесь запахи, вот ты идешь, и запах цветов или травы, это вообще каждый кустик несет какие-то ароматы такие неожиданные. У нас здесь обитатель водоема есть, черепашка. Беседка в японском стиле. Смотрите, я читал, почему такие крыши делают, так как в Азии очень много дождей, у них сезон дождей идет, и вот именно вот эта форма крыши способствует быстрому, если даже дождь проливной, то есть по этой дуге вода быстрее скатывается с крыши. Это даже быстрее, чем вот в обычных европейских вот этих скатах. О, это береза. Это я точно знаю. 100% береза. Видно, кто-то кору уже оторвал, может быть, на память. Или она просто облазит. Откуда? Или это нет, это не оттуда табличка. Аж как-то какая-то... Нет, это... Она черная, но она, смотри, с другой стороны, она темно-зеленая, видишь, снутри. А вот сверху черный цвет. Вот так проходит наш день. С утра мы приехали в этот сад, гуляем. После этого мы едем к теще на обед. Обедаем и потом ближе к вечеру едем на нашу дачу. Да, не видел я такое. Шишки. Похоже, как вот обычная елка. Но они такие мелкие деревья. Тут вот этими деревьями весь склон засажен. Так, места для отдыха есть. Тут какой-то домик стоит. Сейчас я посмотрю, что за дом. Может, просто декорация очередная. Да, он закрытый. Замок. Как дерево необычно растет. А внутри такая полость. Но это видно, что вот эти ветки срезали, чтобы мы посмотрели, так как если бы ветки росли, мы бы просто увидели только наружную часть дерева. Интересно, как она снаружи смотрится. У нас вот эти маленькие цветочки в Сибири называли куриная слепота. Не знаю, это они или нет. Может быть, кто знает, напишите. Интересно было бы узнать название. И вот эти белые у нас тоже есть в Сибири, но я не знаю, не помню название. Белоголовник или нет. Иван-чай, может быть.
Блин, уже столько лет прошло, уже название забываешь. Я бы еще хотел душницу найти. У нас в Сибири такая трава растет. Мы собирали раньше и сушили, и чай делали. А приближаемся к локации Альпы. Ну, вы уже, наверное, заметили, тут уже больше пошло камней. Тоже интересно. Сейчас пройдем, посмотрим. Но тут просто я не буду вам каждую табличку читать, потому что это нереально. Просто смотрим и любуемся. Тут даже специально такая тропа есть, где можно пройти. Но это все сделали искусственно, конечно, но красиво все. Мне нравится. Можно пройти, посмотреть. Плюс людей мало, самое что хорошее. Может быть, выходной день, когда людей мало, ты ходишь и отдыхаешь от всех. Так, специально есть трос, можно держаться, потому что тут не только молодые гуляют, и старые люди. Даже показано, что на цветы наступать нельзя, чтобы смотрели за детьми. Ну и для взрослых тоже. Так что такое? Я могу сказать, что оно колючее. Вот такие иголочки и желтые цветочки. Интересно. Но оно колется, так что в такой кустарник лучше не попадать. Мало не покажется. С виду красиво. Хотел уже так потрогать немножко, но увидел вовремя иголки. А какие они колючие. Так, это же на розах мощные иголки. Посмотрите. А вот еще такое же дерево, где мы только что видели, да, оно было в разрезе, а так теперь оно полностью идет, смотрите, внутри пусто, а снаружи оно вот так идешь вокруг, и оно полностью крона дерева закрывает. Хотя чуть-чуть здесь немножечко, ну, красиво. Очень даже. Посмотрите, какая красота. То есть там вообще... Да даже вот здесь. Посмотрите, все цветет. Так, ну вот это я бы хотел у себя на даче такой иметь. Кустик красивый, особенно посмотрите цвет. Ух ты! Какой цвет необычный. Рододендрон красный или песочно-красный цвет. Но он очень большой. И самое главное, посмотрите, цвет какой. А они растут, я так понял, они соседние деревья, да, точно. Но они очень большие. Подходим мы к зарослям бамбука.
Мои вообще куда-то убежали. Я тут один остался, пока снимал. Ну, тут действительно можно остановиться и остаться на полчаса, рассматривая интересные такие. Какие-то же деревья большие. Я тут шел и заметил, я их, конечно, трогать не буду, но просто покажу. Какие-то грибы растут. Их тут много. Ну а кто хочет свежего меда, пожалуйста, подходим, берем, не жалко. Пчелы трудятся. Но я дальше подходить не буду, потому что их тут много, а я один. Но видно, что работа идет. Показано, как садят немецкие крестьяне грядки. То есть тут грядки, лук, вот еще лук. Это там что-то, я не знаю, дикий лук. Но это такая избушка. Даже стоит год 1981. Сниму я самое интересное, покажу вам, посмотрите, где-то просто расскажу, где-то под музыку сделаю, потому что сад огромный и тут можно провести целый день. Кстати, я так думаю, что это конная, в упряжку вставляется, садишься на нее, и когда у тебя сено уже в волках лежит, ты его переворачиваешь. Я вот наподобие в России имел на такой сидеть, но немножко другая была конструкция, и цепляли мы к трактору. Ты просто нажимаешь рычаг, она должна подниматься. Вот тут рычаг, он приводит здесь вот эти, да, это получается переворачивание сена, потому что вот этот, он ходит, и он должен вот эти волки с сеном, травы, которая высохла, она переворачивает, чтобы трава была с обеих сторон просушена, чтобы сено потом было хорошее и вкусное для коров. Вот такой здесь аппарат стоит. Ну а мы подошли к центральной части сада. Здесь расположено озеро, плавают рыбы. Сейчас посмотрим, может удастся какую-то рыбку увидеть. У нас удача, мы видим рыбу. Вот она плывет, смотрите, такая большая. Только одна, может быть, другие подплывут сейчас. Иди, смотри. Смотри, какая рыба. Вот она, вот смотри. Вау, какая большая. Он плывет как бревно, даже не двигаясь. Но они, видно, от солнышка прячутся вот так. Вон там, если посмотреть, возле того берега, плавник торчит, плывет бревно. Но здесь рыбачить нельзя, если что. Мы в поисках большой рыбы. Вот она плывет, смотрите. Вот она плывет. Да. Вот она плывет. Вот тут, смотрите. Вот она, посмотрите. Сейчас я буду брать на живца. Давай, давай. Эх, ну что ты. Не обращать внимания. Поплыл дальше. Вот он. Я его веду. Вот она. Оба, все, ушел. Хвостом, плавником и ушел на дно. Обалдеть. Такой килограмм на 5, а? А нет, вот он, смотрите, появился. Красавец, иди сюда, иди. Вот, смотри. Посмотрим на твое лицо. Выпрыгни, давай. Да, их тут целая куча. О, это у нас кто такой интересный. Давай его потрогаю немножко. Вот он пошел. Идите сюда, мы хоть на вас посмотрим. Вон они, смотрите, тут уже 2 штуки вместе. Вот они идут, смотрите. Идут. Пошли. Уже 3, да? Да. Ого, да тут целая банда уже появилась. С усами. Вот оно. Показывается нам.
Может, думают, что их кормить пришли. Да, конечно, кормить нельзя. Ну, смотри, плавник показался. Во, идет, прямо на меня идет. Я его вижу, вот он. Какой красавец. Наверное, воздух берет. Тут, короче, целое семейство плавает. Другие чуть поглубже. Смотри, как плывет, да? Вон он, следы только. Мы почти с дочей поймали карася большого, но решили его не трогать. Пускай плавает себе дальше. Да, посетители радуют своим взглядом. Цитрон нажимаешь вот на эту часть бруска, и отсюда, вот где отверстие, должен пойти аромат цитрона. Да, вот сейчас чувствуется. Это цитрон мелиссы. Ну-ка. Есть чуть-чуть, да. Вопрос, какое дерево вы знаете. То есть тут смотришь срезы и можешь сказать, какой ты знаешь. Потому что тут каждый срез — это разное дерево. Ну, вот это я знаю, береза. Это сосна, или, может быть, это сосна. То есть это хвойные деревья. Но вот это уже тяжело определить. Единственное, что по коре можно определить. И цвет древесины, да, вот красный. Все, друзья, мы выходим с Гартона, то есть мы выходим с сада. Посмотрите, сзади меня какая толпа, потому что мы приехали рано, и мы заранее зарегистрировались, так как у нас еще надо везде маски носить. И прежде чем ехать куда-то, надо регистрироваться, чтобы ты приехал на время. У нас было с 11 до 12, чтобы мы могли зайти. И вот мы приехали в свое время, зашли спокойно. А кто люди теперь приехали, стоят в очереди, они без регистрации. Им надо ждать, пока кто-то выйдет, тогда они могут зайти, потому что тут определенное количество людей можно сейчас посещать одновременно наш сад. Так что, друзья, если вам понравилось, пишем комментарии, ставим лайки или дизлайки, если не понравилось. Также, если вам нравится то, что мы снимаем, будем и в будущем снимать, показывать на канале. Ну, а сейчас с вами я прощаюсь. До новых встреч, новых видео. Всем пока.